Какой же праздничный стол без традиционного и любимого всеми молдавского блюда плацинт? В поисках идеального рецепта выпечки мы забрели в укромный уголок города, к бельчанке Зинаиде Петровне. Заходите. Сейчас я принесу муку, ингредиенты, и мы замесим тесто. Для приготовления одной порции 24 штук плацинт нам понадобятся следующие ингредиенты. Мы наливаем пол-литра теплого комнатной температуры молочка, 5 грамм сухих дрожжей и буквально столовую ложечку растительного масла. Вот так. И ложим 1 столовую ложку соли, чтобы тесто наше вытягивалось. А сейчас можно засыпать муку. Мукичка у нас просеянная, она насытилась кислородом, и мы сейчас замесим тесто. Вот тесточко у нас уже готово. Мы его вымесили хорошенечко и дадим ему отдохнуть минут 15-20. А за это время мы будем готовить начинку. Кстати, интересный факт. Оказывается, плацинты любят не только в Молдове. Мне как-то довелось побывать в Болгарии. Я там была, наверное, с полгода. И, к моему удивлению, я узнала, что там одно из выпечка, самое любимое, это плацинты. Только они называются банницы. А делаются точно так же, как и плацинты, которые мы с вами будем сегодня делать. Пока наше тесточко отдыхает, мы приготовим начинку. Так. Сначала мы сделаем начинку из творога. Разобьем сюда яиц. Для творожной начинки 1 килограмм творога, 4 яйца, столовая ложка соли. И тщательно перемешаем. Посолили, перемешаем аккуратненько. Вот эта начиночка у нас будет из свеженькой капусточки. Для капустной начинки 1 вилок свежей капусты нарезать соломкой, 2-3 луковицы нарезать и обжарить, соль, черный перец по вкусу, 2 сырых яйца. Начинка со свежей капусточки готова. И последняя, третья наша начинка из традиционно вкусной тыквы. Для тыквенной начинки полкилограмма тыквы через терку, 3 яблока нарезать мелкими кубиками, половина литровой банки вишни в собственном соку. А начинки могут быть всевозможные. Плацинты делают с картошечкой с брынзой, с яблоками, с рисом, с мясом. Кому что нравится. Начинка у нас готова. Тесто отдыхает. Смажем противни, возьмем в духовочке противень и приготовим его для плацинт, которые мы сейчас и примемся делать. Вот и пришло время заняться нашим тесточком. Оно отдохнуло прекрасно. Вон какая красота. Сейчас мы будем делать непосредственно плацинты. Раскатываем жгут. Этот жгут, он должен быть толщиной сантиметра 4 до 5. Наверное, не встретишь ни одного человека, который бы не любил плацинты. И покупают их, и делают сами дома. Вот так. Вот получилось то, что нам надо. Теперь режем. Вот мы нарезали наши будущие плацинточки. А сейчас надо посыпать мукой стол и выкатать колобочки. Вот мы делаем наши шарики. Это будущие плацинточки. Мы их выкатаем.
Готово. Их можно делать из разного теста, из дрожжевого теста, из вытяжного теста, как вот, например, мы сейчас делаем. Но на мой вкус самые вкусные плаценты все-таки из вытяжного теста. Они получаются как слоенка, пушистые. А из дрожжевого теста совсем другой вкус. Это дело вкуса каждого человека. Вот из раскатанных шариков теперь мы будем делать лепешечки для будущих наших плаценточек. Вот такие лепешечки мы накатаем. Вот коржики наши уже готовы. Раскатали коржики. Следующая операция. Мы берем кастрюльку или мисочку, наливаем в нее растительное масло. А другую мисочку берем или кастрюльку для того, чтобы выкладывать наши коржики. И приступаем. Обмакиваем его в масло. Даем немножечко стечь и ложим на дно. Следующую. Итак, все коржики мы должны выложить в эту кастрюльку. Вот мы берем наш коржик и начинаем, поскольку тесто наше вытяжное, мы его вытягиваем тоненько, 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 до тех пор, пока оно даже не порвется. Вот, тончайшее тесто. Вот мы его раскатали, концы. Я много лет искала этот рецепт и все боялась теста. А однажды и рискнула. И получилось. Понравилось родителям. Спасибо маме. Она у меня уже пожилая и готовить не может. Зато я теперь готовлю на выходные, когда приезжают дети. Берем наш творожок и делаем сначала плаценты с творогом. Мы будем делать их треугольничками. Вот у нас уже получилась плаценточка. Берем следующий коржик, растягиваем его аккуратненько, не спеша, чтобы он вытянулся в 4-5 раз больше, чем он был в начальной своей стадии. Вот мы уже видим, что стол у нас просвечивает. Значит, тесто натянулось прекрасно. Эти плаценты могут делать и просто на воде, без молока. Но тогда они на второй день уже становятся черствыми, как будто картонные. А когда мы делаем с молочком, добавляем там маслечко, они получаются очень вкусные и на второй, и на третий день. Вот такие треугольнички. Вот так вот мы скатываем. И последний сюда. Все, швом поворачиваем вниз. Вот у нас вторая плаценточка готова. И так, пока противень наш не будет полным. Еще одна важная деталь, о которой я хочу вам напомнить. Тесто для этих плацент должно быть только из муки высшего сорта. В ней хорошая клейковина, и когда мы его натягиваем, оно не рвется. А если мука не высшего сорта, плаценты не получатся. Все. Духовку мы зажгли, а сейчас смажем наши плаценточки. И чтобы на противень не капало яичечком взбитым,
И смазанные плаценточки мы ставим в духовочку. В духовке они должны находиться 40 минут. Не будем время терять зря. И будем готовить следующий противень. Наши плаценточки будут с капусточкой. Вот наша капусточка. Свеженькая, ароматная. Мы зажарили ее лучком. Вот так вот. Легонечко, не зажимать, чтобы тесто было воздушным и слоилось. А затем перекручиваем его вот так вот, таким манером. И делаем плаценту, настоящую молдавскую плаценточку. Вот она, какая куколка. Обычно, когда я занимаюсь выпечкой, плаценточки или хлебушек, или калачики, что бы ни делала, я всегда мурлычу какую-нибудь песенку, пою, потому что тесто любит, чтобы к нему обращались с душой, с хорошим настроением. Тогда оно получается пышное, воздушное. Вообще, когда готовишь, надо всегда готовить с душой. И только тогда это будет вкусно. Вот прошло 45 минут, и пришло время вынимать наши первые плаценточки с творожком. Ну-ка посмотрим. Боже, какая прелесть! Какая прелесть! Так, а теперь отведываем. Слоеные они у нас получились или не слоеные. Я помню, мне пришлось работать в Питере на Невском, и там работала в ресторане. И делала такие же плаценточки. Вот оно, пожалуйста, тончайшие лепесточки, лепесточки, лепесточки. Вот они слоятся. Вот они, тончайшие лепесточечки, тончайшие. Вот они. А мы продолжаем. Наши плаценточки с творогом готовы. Значит, сейчас мы приступим к плацентам с тыквочкой. Так вот, продолжим о Питере. Захотелось питерцев угостить молдавскими плацентами. Вот этими, из вытяжного теста. Я сделала, но они почему-то, для них непривычно слово плацента. Они назвали их слоеные пирожки. И правду, они получаются, тот, кто не знает, с какого теста они сделаны, не сомневается, что это слоенка, потому что тончайшее тесто, даже наверное, тоньше, чем слоенка. Вот. И очень всем понравилось, очень. Приходили клиенты и брали помногу, брали целыми пакетами. Даже приходили на кухню, спрашивали, кто делал пирожки слоеные. И угощали шоколадом. Очень понравились питерцам наши плаценты. Посыпаем немножко сахаром, чтобы они были еще слаще, как пирожные. Заворачиваем, чтобы сок не вытекал. Вот такие рулетики. Вино, вино, принь, трекринь, ну те теме девичинь, noapte senine de stele pline, vino la mine, iubita mea. Noapte senine de stele pline, vino la mine, iubita mea. Vino, vino, printre crasi, nu te teme, n-ai să-l casi. Noapte senine de stele pline, vino la mine, iubita mea. Noapte senine de stele pline, vino la mine, iubita mea. Вот уже пришло время доставать наши плаценты готовые с капусточкой.
посмотрим. Шепчут. Ах, какая красота. Все, румяненькие, подпеклись. Вот они шепчут. Вот она, плаценточка с капусточкой. Вот она. Мы подошли к финалу. И вынимаем третий противень. Это наши плаценты с тыквой и вишенкой. Сладенькие, вкусные плаценты. Вот они. Итак, мы с вами приготовили 3 вида плацент. С тыквой, с капусточкой и с творогом. На следующий раз к рождественскому столу мы приготовим курицу, фаршированную блинами, но секрет в том, что блины наши будут без муки, вообще без муки. И курица в конечном итоге будет выглядеть как королева, украшение стола, как торт. На этом до свидания, до следующей встречи.